Добрый день! Сегодня я хотела бы поделиться опытом, который у меня появился в результате тех трудностей, с которыми я столкнулась при первой беременности. На 26-й неделе у меня начали отекать руки, ноги, повысилось давление и подскочил бел. И все это произошло в течение одной недели. И меня положили в больницу, начали колоть различные препараты. На тот момент, это был 92-й год, запретили употреблять жидкость, что категорически делать нельзя. И у меня случилась эклампсия. Отказали почки, и я потеряла этого ребенка. На 26-й неделе это достаточно уже такой большой срок. Ребенок просто родился маленький, аппаратуры особо тогда еще не было. Такой, которая сейчас вынашивает таких деток. Вот. И для меня это была большая трагедия. И, естественно, когда я забеременела своим первым ребенком, я уже всю беременность была на строгой диете. То есть я не ела ничего соленого, копченого, жареного, жирного. И еще я поддерживала почки. Я пила всю беременность канифрон с хафетол. То есть месяц хафетол, месяц канифрон. И это мне позволило оттянуть время моего кризиса. Кризис все-таки наступил, но на 38-й неделе. 38-я неделя, у меня тоже оттекли ноги, повысилось давление, меня срочно госпитализировали. Тут же предложили мне сделать кесарево, но я отказалась от кесарева, и мой врач пошла на то, чтобы я родила сама. Я родила сама, в общем-то, здоровая девочка, и все в порядке. Следующий ребенок родился через 10 лет, и я действовала примерно по такой же схеме. Я старалась не есть ничего жирного, жареного, копченого, соленого. Поддерживала свои почки. Обязательно пила не менее 1,5 литра воды. В этом-то вся и проблема, что врачи тогда запрещали пить, чтобы типа сберечь почки. Но они в самом деле делали медвежью услугу. Организм не очищается, происходит застой. Жидкости поступает недостаточно для того, чтобы его очистить. И так идет интоксикация, и, в общем, это все усугубляет ситуацию. Я родила в срок, уже все было нормально, но бояться нефропатии, а тем более эклампсии, я все равно боялась. И когда я забеременела уже с Алексой, я постаралась найти все новейшие методы, которые только возможно, потому что все-таки уже беременность после 40 есть свои риски, а здесь еще организм помнит о том, что была какая-то проблема, и есть вероятность повторения, и поэтому нужно сделать все для того, чтобы этого не произошло. Опять же, я придерживалась нормальной диеты, но я добавила много фруктов, много овощей, сократила потребление мяса. Из медикаментов мне посоветовал ведущий генетик нашего города Киева. Я просто проходила у него УЗИ во время беременности. И она сказала, что на сегодняшний день это, можно сказать, единственное средство, которое необходимо употреблять женщине. Ничего большего не придумали. Это ацетилсалициловая кислота, аспирин, по 150 миллиграмм в день. И начиная с 13-й недели я пила аспирин. Это допустимая медицинская норма. Что делает аспирин? Он разжижает кровь. И таким образом я не столкнулась уже с этой проблемой. Посмотрите мой ролик о диете. Я придерживалась этой диеты. И единственное, что из химических препаратов я употребляла ацетилсалициловую кислоту по рекомендации, опять же, доктора. Остальное, эта проблема настолько не изучена, когда я с ней столкнулась, я была удивлена, что никто мне не может сказать, от чего она происходит, почему она происходит. Организм видит ребенка как что-то инородное и пытается избавиться от ребенка. Здесь под угрозой и ребенок, и мама, особенно мама. Если на раннем сроке, то и ребенок тоже. На позднем, в принципе, делают кесарево и, в общем, сохраняют. Когда у меня случилась эклампсия и отказали почки, то, в общем-то, врачи уже говорили, что они меня теряют. То есть это очень критическая, опасная ситуация. Я
очень детально изучала этот вопрос, и если бы была бы какая-то схема или какие-то еще дополнительные препараты, то я бы обязательно озвучила. Но, к сожалению, кроме того, как поддерживать почки, разжижать кровь, почки можно поддерживать травяным почечным чаем. Просто посоветоваться со своим ведущим врачом, какой травяной почечный чай можно употреблять во время беременности. И плюс аспирин. Пока на сегодняшний день ничего нового не придумали. После того, как ты потеряла ребенка, ты очень переживаешь за то, что это все повторится. Но здесь опять же нужно взять все в свои руки, не позволять себе каких-то излишеств в питании, знать, какая у вас есть цель, наслаждаться беременностью. Конечно, не стрессовать ни в коем случае. Сейчас бы я, наверное, больше пила бы соков. Желаю вам не бояться этой проблемы. В самом деле она решаема. И при консультации с грамотным гинекологом, который бы вас вел, и соблюдении моих рекомендаций, эта проблема у вас не повторится. Всего доброго.